Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание действенным словам, особым словам, которые вы, произнося, таким образом вы сможете защититься от зависти, от зла, от любого негатива. Поэтому произносите эти слова и не бойтесь этого. Давайте далее, друзья, все более подробно в этом видео. К сожалению, для очень многих людей зависть – это привычное чувство, и такие люди, испытывая ее, даже не осознают, что что-то делают неправильно, а также таким образом приносят вред не только тому, кому завидуют, но и сами себе. Зависть – это чувство, когда определенному человеку хочется иметь в своей жизни то, что есть у того человека, которому он завидует. Но такой человек не думает, что можно самостоятельно добиться каких-то высот, получить в свою жизнь что-то индивидуальное и то, что нужно именно ему, не растрачивая свои эмоции и энергии напрасно. Но то, чтобы отобрать у данного человека то, что завистливому человеку захотелось. У этой категории людей очень, знаете, такое вот своеобразное мышление, и для них важен результат. А как они его добьются с помощью излучения негатива, с помощью посылов или с помощью подкладов, обрядов, это их уже не сильно волнует. И никто из нас не застрахован от того, что рядом может появиться такой человек, который будет стараться навредить. Человеческая зависть может касаться любой сферы жизни, как успехов, которых вы добились, вашей семьи, должности, зарплаты, счастья. Чувство зависти очень опасно и может блокировать каналы, через которые светлые и положительные энергии приходят в вашу жизнь. Люди, которые испытывают зависть к другим людям, показывают, что они не способны ощущать радость за других людей и за то, что они не умеют быть счастливыми. Когда счастлив кто-то другой, и из-за этого у них разрывается связь со Вселенной, а после этого все начинает идти не так, жизнь начинает наполнять проблемы и беды за все, за что какой человек не возьмется, у него ничего не получается. А человек, которому завидуют, приняв негативный посыл, о котором даже не подозревает, начинает себя плохо чувствовать. У него возникают конфликты и недопонимание с близкими для него людьми. Приходят проблемы, которые касаются и денежных трат, из-за чего начинается финансовая нестабильность. От такого направленного на человека негатива ее живая жизнь меняется не в наилучшую сторону, что влечет за собой постоянную смену настроения, слезы, депрессию, апатию, уныние, нежелание браться за какие-то новые дела. И в такой период у человека опускаются руки, и ему кажется, что все, что с ним происходит, так и должно быть. Но это неверное трактование данной ситуации. Нужно брать ее в свои руки и не позволять ей воздействовать на себя. Так как чем вы больше будете пребывать в таком состоянии, тем хуже оно скажется на вас, и тем больше неприятных моментов и этапов возникнет в вашей жизни. Ни для кого не секрет, что слова, которые мы произносим в том или ином случае, способны привлечь в нашу жизнь как положительные, так и отрицательные энергии, помочь нам справиться с определенной ситуацией или усугубить ее. Поэтому очень важно следить за тем, что мы произносим вслух, и думать о том, какой смысл в эти слова вкладываем, так как от этого зависит то, что мы получим. Слова несут в себе сакральный смысл, и каждое положительное слово имеет свои вибрации и притягивает нужные в тот момент энергии. Мало кто уделяет значению слов большое внимание до тех пор, пока не решается начать использовать их к себе во благо и с их помощью менять все, что не устраивает, и избавляться от того, что мешает. Люди, которые научились использовать силу слова, живут более счастливой, богатой, стабильной и защищенной от негатива жизнью. Они всегда знают, что сказать и как это сделать. Могут подобрать нужные в определенный момент слова и, как говорят, с их помощью открыть любую дверь. Они никогда не употребляют слова, которые могут помешать им добиться поставленных целей, сбить с заданного пути. Они контролируют злость, стараясь в этот момент ничего не говорить, так как знают, что слова, которые сказаны в этот момент, способны причинить непоправимый вред.
Но есть и категория людей, которая также умело научилась использовать слова, чтобы причинять окружающим людям вред. Особенно это подвластно завистливым людям. Порой они на интуитивном уровне чувствуют, какое слово должно быть сказано определенному человеку, чтобы ослабить его энергетическое поле или притянуть в его жизнь какие-то проблемы. Слова, которые они употребляют, напитаны сильными негативными энергиями. Они проговаривают их так, чтобы каждая буква была слышна, чем моментально запускают негативный посыл и с большим удовольствием наблюдают за тем, как он начинает рушить жизнь того, кому такой посыл отправлен. На такие слова нужно научиться быстро реагировать, чтобы иметь возможность нейтрализовать этот негатив, который они в себе несут, и не позволять им рушить свою жизнь. Итак, первый ритуал поможет тем людям, с помощью которых вы сможете защититься и от завистников, и недоброжелателей, которые находятся среди большого количества людей, которые имеют свой бизнес, собственное дело, много работают. Вам всегда нужно при себе носить булавку. Если желаете, чтобы она была постоянно на одежде, можно проговаривать на такие слова. Булавку надеваю, свое энергетическое поле под защитой сильной укрываю. Не сможет влиять на меня никто, кто желает мне зла. Такую булавку вы должны заговаривать каждый раз, как только прикрепляете ее к другой вещи или после того, как застегиваете по-новому. Но если вы не желаете постоянно носить булавку на одежде, тогда следующий способ для вас. Вам нужно носить ее просто при себе, в сумочке, в кошельке и использовать в моменты, когда вам понадобится ее защита. Например, если у вас все было хорошо, а затем в какой-то момент вы резко ощутили усталость. Это значит, что на вас уже кто-то начал воздействовать. Как только это произойдет, достаньте булавку, откройте ее и проговорите трижды такие слова. Булавка защиты меня окружит, тот, кто власть надо мной получил, ее тут же и утратит. Когда проговорите, прицепите сразу булавку, после чего проведите обеими ладонями одновременно вокруг лица и дуньте на них, представляя, что вся слабость и неприятные ощущения моментально от вас уходят. Как только вы это сделаете, вы сразу ощутите, что состояние улучшилось и появилась бодрость и поднятие духа. Иногда слова, которые завистливые и злые люди нам говорят специально, очень ранят наши чувства, нагоняют страх, негативные мысли, которые мешают сосредоточиться на том, что является важным. Человек, на кого повлияли такие слова, подвергается депрессии, а она очень быстро притягивает в его жизнь негатив и наполняет им все в округе. Из-за чего возникают проблемы одновременно в разных сферах жизни, на что данный человек не реагирует и принимает все то, что пришло в его жизнь. Этого нельзя допустить. Если вы после разговора с таким человеком чувствуете, что у вас неспокойно на душе, что вам хочется плакать, что как вы не пытались данный разговор выкинуть из головы, у вас ничего не получается, значит вы уже приняли разрушительный негатив, и он оказывает на вас воздействие. Вам нужно нейтрализовать его влияние. Для этого вам нужно взять любую воду, трижды умыться, далее закрыть глаза, сконцентрироваться на солнечном сплетении и представить, что вы через него излучаете свет. Когда это произойдет, нужно трижды проговорить такие слова. Вода мне помогает, биополе укрепляет. Я свет излучаю, негатив не принимаю. Когда закончите, открывайте глаза, после чего приложите к этому месту ладони и затем подержите их под проточной водой. Как только закончите, вы сразу ощутите, что на душе станет намного светлее. Уйдет чувство обиды, захочется улыбнуться, не сдерживайте себя в этом. Это первый знак того, что вы начали принимать потоки положительных энергий, которые помогают вам избавиться от негатива, пришедшего в вашу жизнь. И очень скоро голову начнут наполнять приятные мысли, новые и интересные идеи. Если вы встретились с недоброжелателем, и он начал делать вам неприятные замечания, пытаясь поставить вас в неловкое положение своими выражениями, высказываниями, какими-то вопросами, вам нужно не позволить такому человеку добиться своей цели. Для этого мысленно нарисуйте перед собой большое, крепкое и ветвистое дерево, представляя, что вы спрятались за ним. При этом в этот момент говорите такие слова:
Все острые фразы и слова, что данный человек вслух произносит, шелест листьев перебивает и вдаль отгоняет. Это меня не касается и на мне не отображается. Как только вы проделаете данное действие, проговорите эти слова, и вы ощутите энергетическую силу, с которой вы сможете противостоять любому негативу, даже от того, кто имеет более сильное биополе, чем вы. А данный человек в этот момент утратит к вам интерес, так как поймет, что ничего не может вам сделать и что его потоком, которые несут злобу, зависть, до вас не добраться. Поэтому и прекратит разговор и сразу постарается отойти от вас, ведь также начнет переживать, что вы на энергетическом уровне сможете на него влиять, а ему это не нужно, ведь он привык творить безнаказанное энергетическое зло. Если вы с кем-то из своего окружения не можете найти общий язык, то когда человек специально провоцирует конфликты, сплетничает, подговаривает других людей, рассказывает им какие-то выдуманные рассказы, вам нужно защититься от воздействия такого человека, пока он не принес в вашу жизнь неприятные и ненужные для вас коррективы. Такой человек может быть как энергетический вампир, который увидел в вас то, что ему нужно, или же это завистник, но в любом случае нужно разорвать с ним связь. Общение, если не получается полностью прекратить, то как можно до большего минимума это все сократить. Поэтому утром вам нужно взять новый носовой платок, завязать на нем первый узелок и проговорить такие слова. Узелок завязываю, защиту для себя выставляю. Любые слова, что ко мне от данного человека подлетают, отбиваю и ему возвращаю. Затем наискось от данного узелка завязать еще один и при этом сказать следующие слова. Пока этот платок при себе держу, все злые посылы, а также недобрые взгляды от себя отвожу. Этот платочек нужно держать при себе, если отправляетесь на встречу с таким человеком. Кладите его в карман. Если есть конфликты на работе, держите платок в столе. Он поможет вам впредь уберечься от конфликтов и влияния на вас. Такой человек перестанет вас провоцировать или же уйдет даже с работы. Когда это произойдет, платок сожгите, при этом обязательно скажите такие слова. Платок горит, защиту невидимую оставляет, недоброжелателям путь ко мне перекрывает. Так и у вас будет постоянная защита от нечистосердечных и злых людей. Иногда бывает и такое, что к нам в гости приходят люди с негативной энергетикой, и мы от общения с ними не можем полностью отказаться, так как это может быть близкий родственник, руководитель, коллега, соседка, но и изменения, которые после их ухода начинают происходить в доме, совсем не радуют. В таком случае, если вы не хотите, чтобы этот человек больше к вам приходил, но желаете сделать это на энергетическом уровне, проделайте такое действие. Как только такой человек уходит из дома, нужно вслед кинуть монету самого маленького номинала и сказать при этом такие слова 3 раза. Как монета эта катится, так и ты из дома моего катись. На порог не являйся, умыслы свои не распространяй и на жилье мое не влияй. Больше этот человек не придет к вам на порог. Но если по какой-то причине вы просто желаете нейтрализовать негатив, но не разрывать с ним связь, то после каждого ухода такого человека вам нужно будет кинуть ему вслед кристалл крупной соли. При этом трижды проговорить такие слова. Я твоих умыслов не боюсь, от них с помощью соли защищаюсь, а вот ты их собери и с собой унеси. Весь негатив до капли забирай и в дом моем его не оставляй. Как только закончите, вы сразу ощутите, что энергетика в доме очистится, и вам больше не придется переживать о последствиях. Можете еще чтобы привлечь хорошую энергию, установить на кухне свечу и дать ей немножечко погореть. А в этот момент говорите такие слова. Если с присутствием называете имя данного человека, светлые энергии из дома моего ушли, огонь их верни и приумножить помоги. Так вы еще и энергетику жилья укрепите с помощью светлых энергетических потоков. Но лучше выставлять, конечно же, каждое утро для себя защиту на целый день. Так вам не придется остерегаться недоброжелателей и того, что кто-то в какой-то момент может оказать на вас неприятное влияние. Это простые слова, которые станут для вас энергетическим оберегом, помогут сохранить энергию в целостности и прожить счастливый, успешный,
полный радостных событий день. Итак, проснувшись, трижды потянитесь, поднимите руки ладонями к потолку и скажите такие слова: с помощью Вселенной защиту на день получаю, ее мощь ощущаю, злым силам не подвергаюсь, от козней уклоняюсь. Только счастье меня окружает и на протяжении дня сопровождает. Это очень просто, но благодаря этому вы с каждым днем будете становиться энергетически сильнее, а ваш биополис может противостоять любому злу. Девочки и мальчики, используйте эти слова. Учитесь управлять энергиями и никогда не позволяйте злым и завистливым людям на себя влиять. Верьте в свои силы и будьте уверены в том, что у вас обязательно все получится, а ваша жизнь будет полной чашей. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментарии напишите слово «защита». Пусть Вселенная вас оберегает и помогает вам. Друзья, кто спрашивал, как нас можно поддержать, помочь, обращаем ваше внимание, в описании есть ссылка на донат. Благодарность вы можете выразить по этой ссылке, которая указана в описании к этому видео. Любая сумма, которую вы считаете нужной и важной, нам это, друзья, будет очень приятно. Благодарим всех за поддержку. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.